Всем привет! Сегодня мы с вами будем использовать декоративную штукатурку минерал. И будет очень легкий способ нанесения своими руками, кто хочет это сделать, и подручными средствами. Покажем, как можно сделать с помощью метлы напольной. То есть вы вот щеткой пол подметаете, можно ее помыть и с помощью этой щетки сделать декоративную штукатурку на своей стене. Достаточно неплохо должно у нас получиться. Что такое штукатурка декоративная? Это густая смесь, и мы эту густую смесь, готовую на акриловой основе, например, наносим на стену и формируем рисунок. Вот что такое штукатурка. А уж какой рисунок мы формируем, это зависит от вас, от вашей фантазии. Ну вот мы вам предлагаем варианты. Наносим штукатурка минерал декоративная, это торговая марка Effectum. По просьбе наших подписчиков мы делаем яркий цвет, виднее будет с ярким цветом. Наносим штукатурку слоем не тонким, не толстым, чтобы укрыть поверхность стены, чтобы не просвечивала. Немножко не прокалированная, не промешанная у нас. Вручную мешаем. Когда вы ее колируете сами, месите миксером. Мы делаем на образец маленькой таре, миксером не получается, руками не всегда промешивается. Ну ничего страшного, мы с этим справляемся. А для больших объемов мы колируем в ведре большом с помощью аппарата и перемешиваем в миксере автоматическом. Наносим штукатурку, слой более-менее равномерный. Дальше у вас метла вот такая. Откручиваем. Вы можете ее помыть, можете обстричь ненужные части. И делаем вот такие борозды. Вот. То есть в обе стороны, видите, полосы получаются. Сразу же хочу показать, что есть специальные щетки. То есть есть вот такие щетки. Они готовые, если специалисты, например, делают, мастера, этих щеток очень много, они жесткие, мягкие, всякие. Мастера используют вот эти щетки. Но если вы один раз делаете, вот можно метлу, вариант вам. Продолжаем. Соединять нужно штукатурку сырую с сырой. То есть вот вы полосы получили и продолжаем сразу, пока она сырая. Наносим. Если у вас один край уже подсохнет, будет сложно совместить рисунок. Прорабатываем сразу внутренние и наружные углы, чтобы потом не лазить и не подмазывать лысины всякие в углах. Обратите внимание, что слой не толстый, достаточно тонкий. Если вы хотите большие борозды крупные, делайте жирнее. Ну, давайте для примера. Нанесем потолще слой. И сделаем борозды. Чуть-чуть крупнее получается. Пока материал сырой, вы можете его редактировать, корректировать. Пробороздили полосы и оставляем сохнуть. Ненадолго. Материалу мы дадим подсохнуть минут 30-40. И нужно будет пригладить верхние края, остренько, чтобы не было. Вот здесь я бы добавила. Здесь тоненько получилось. Метлу периодически моем. Либо щетку, что у вас под рукой. Я вам сказала, что через 40 минут мы продолжим. Что нам нужно немножко подождать подсыхания, и потом мы ее пригладим, пока она еще не совсем досохла. Этот момент мы пропустили, проворонили и забыли, время прошло, штукатурка высохла. Что мы будем сейчас делать? Мы ее либо подшкурим, либо почистим вот торцом кельмы излишки. Нам нужно, чтобы она на ощупь была не острая, то есть не царапалась.
Чистим. Чистим, приглаживаем острые края. То есть вот у нас такой получился рисунок. Проверяем рукой. Еще чистим. Нужно сделать так, чтобы на руку было не остро. Все, дальше нам же нужно как-то выделить, это штукатурка декоративная. То есть нам нужно как-то выделить не просто вот у нас однотонная полосатая какая-то мазня. Давайте возьмем лазурь. Мы будем использовать вот такую вот лазурь. Это серебристая, я думаю, что подходит вот к данному цвету, серебро. И покроем губочкой поверх прямо. То есть не будем ее полностью втирать, а только слегка по верхушкам выделить полосы. Губочку мы сначала смочили, выжали, чтобы она не впитывала в себя лазурь. Дальше. Немножко ее макаем и прям по верхам чуть-чуть. Вот видите? То есть слегка выделяем полосы. Вам не нужно втирать ее внутрь. Вам нужно только по верхам. Еще макаем. Губка должна быть только поверхностно намочена вот этой вот серебристой штукой. То есть полностью пропитывать не нужно, иначе будет очень густо. Мне кажется, что как-то так. Как-то так. С помощью метелки и декоративной штукатурки недорогой мы можем на стенах на своих изобразить достаточно симпатичную фактуру. Вот, как-то так. Если понравилось, ставим лайк. Если вы еще не подписаны, то подписываемся на нас. Если не понравилось, то комментируйте, почему, что не так. Будем исправляться. Пока.